В 2013 году швед по имени Ян Филип Брауниш отправился в долгое и трудное путешествие с целью достичь своей главной цели как путешественника и авантюриста – пешком пересечь Северную Америку, начав свое приключение с Колумбии. На первый взгляд, это не кажется таким уж монументальным и серьезным заданием, если смотреть на карту. Панама соединяется с Колумбией через узкий перешеек, и на первый взгляд не видно, чтобы эта задача была такой сложной. Опытные туристы и путешественники преодолевали гораздо более большие расстояния и более впечатляющие, изобилующие интересными маршрутами. В мае 2013 года, после длительного и опасного путешествия по живописной Колумбии, Брауниш нашел интернет-кафе в маленьком городке на севере страны. Этот маленький городок стал последним островком цивилизации, где он мог подготовиться и сконцентрироваться перед тем, как отправиться в неисследованные джунгли. Он остановился, чтобы написать и отправить письмо своей жене, которая осталась дома в Швеции. Это было последнее сообщение, полученное от этого исследователя, который стремился в неизведанные края. В том же интернет-кафе он также обновил свой блог следующим сообщением, в котором делился своими успехами и ожиданиями от предстоящего приключения. Он отправился с местным проводником на лодке вниз по реке через густые джунгли с надеждой достичь Панамы. Однако он так и не добрался до места назначения. Согласно сообщениям, его лодку остановили и захватили местные боевики, которые приняли высокого белого мужчину за шпиона и убили его в еловых джунглях. Жена узнала ужасную правду об этом лишь через несколько долгих лет. Колумбийские власти посчитали его всего лишь еще одним из тех, кто пропал без вести в густых джунглях, став одним из десятков тысяч подобных случаев. Место, где пропал Ян Филип Брауниш, известно как Дарьенский разрыв, и это название стало синонимом опасности и трепета. Дарьенский разрыв широко признан самым опасным джунглем в мире и при этом самым опасным местом в западном полушарии. Континентальные границы часто определяются водными объектами. Те границы, что не отделены водой, обычно хорошо известны и обозначены на картах. Суэцкий канал разделяет Африку и Азию, Азия и Европа отделены Уральскими горами. Но одна континентальная граница не так известна широкой публике. Это Дарьенский разрыв, который соединяет Северную и Южную Америку. В прошлом эта территория была известна как Дарьенский перешеек, и название ее происходит от языка ныне исчезнувшего коренного народа, который назвал множество природных объектов в этом районе. Сегодня это место получило название Дарьенский разрыв, поскольку он фактически представляет собой природный барьер между Северной и Южной Америкой, который невозможно легко преодолеть или приручить. Сам разрыв состоит примерно из 70 миль абсолютно непроходимой местности. Это густо заросшие лесами горы, простирающиеся в северном направлении от Колумбии. Сирания-дель-Баудо перекрывает Дарьенский разрыв своими вершинами высотой до 6000 футов, а между ними находятся долины, достигающие уровня моря. Крутые, грязные овраги и заросшие склоны представляют собой серьезный вызов даже для самых опытных местных жителей, пытающихся найти путь через это опасное место. Равнины в этом районе покрыты густыми болотами и дождевыми лесами. Джунгли Дарьенского разрыва – одни из самых влажных на нашей планете. Сюда выпадает несколько метров осадков каждый год. Реки здесь извилисты и часто сливаются с болотистыми притоками, что делает ориентирование практически невозможным для неподготовленного путешественника. Комары, мухи и пиявки
изводят любого, кто пытается пересечь этот район. Погода в этом месте часто жаркая, влажная и удушающая, что добавляет дополнительные трудности к любому путешествию. Панамериканское шоссе – это взаимосвязанная сеть дорог длиной почти 19 тысяч миль. Оно начинается на севере Аляски в США и извивается вдоль Тихоокеанского побережья двух континентов, пока не заканчивается на юге Чили. Этот участок дороги держит рекорд Гиннесса как самая длинная дорога в мире и занимает видное место в истории. И у нее есть лишь один минимальный разрыв, который делает все странным. Из 19 тысяч миль асфальтированных дорог 66 миль остаются несоединенными. Это как раз тот злосчастный участок через леса Дарьенского разрыва. Шоссе внезапно прерывается в Явисе, Панама, и продолжается снова в Турбо, Колумбия. Если вы хотите продолжить свое путешествие по шоссе в этих краях, вам придется запланировать отправку своей машины морем вокруг этого трудного разрыва или пересечь его на вездеходе и молиться божествам, чтобы вы добрались до другой стороны живым. Многочисленные попытки завершить строительство Панамериканского шоссе начались еще в 1920-х годах, но всегда возникали различные препятствия и трудности. Сначала чиновники опасались, что непрерывная дорога от Южной Америки до Центральной увеличит вероятность распространения опасных болезней, таких как ящур. Затем возникли финансовые и географические проблемы, а вскоре регион даже погрузился в вооруженный конфликт, когда в 1960-х годах ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, начали свою социалистическую партизанскую войну, что добавило дополнительную сложность в эти вопросы. Экологические проблемы и забота о коренных народах, которые до сих пор живут здесь небольшими общинами, также не позволили проекту завершиться. Джунгли Дарьенского разрыва остаются одними из самых разнообразных и живописных в мире. Непроходимая местность сделала его одной из немногих по-настоящему нетронутых дикой природой территорий на Земле. Сегодня разрыв так и не перекрыт ни одной официальной дорогой, и эта область фактически является подлинной мертвой зоной, отрезанной от мира. Если сложного рельефа Дарьенского разрыва было недостаточно, то сегодня этот регион является домом для одних из самых опасных группировок в мире. Воспользовавшись отсутствием официального контроля, инфраструктуры и посторонних, криминальные группы и парамилитарные формирования обосновались здесь, создавая атмосферу страха и беспокойства для тех, кто осмеливается войти. В глубоких и темных джунглях Дарьенского разрыва десятилетиями прятались вооруженные группы ФАРК. Удаленный регион также привлекает изгоев, торговцев людьми, наркоторговцев и современных бандитов. Там, где местность не представляет препятствий для передвижения, вас может остановить кто-то с оружием и недобрыми намерениями. Хорошее знание местности и многолетний опыт ориентирования в джунглях сделали местные криминальные элементы более эффективными, чем официальные военные и полицейские силы, что ставит под сомнение безопасность. По обе стороны границы, как в Панаме, так и в Колумбии, регулярные армии часто оказываются не в состоянии справиться с местными группировками в этих суровых условиях, что лишь подчеркивает необычные сложности работы в этой области. Первое официально признанное пересечение этой полосы Земли состоялось только в 1960 году, что было настоящим достижением. Мужчины, которые совершили этот подвиг, продвигались со скоростью всего 201 метр в час, что подчеркивает опасности, с которыми они столкнулись. В 2003 году журналист, выполнявший опасное задание для National Geographic, был похищен вместе с несколькими другими людьми, находясь в Дарьенском разрыве. Он описал это крайне опасное место так:
Это настоящий триллер, полный напряжения и неизвестности. Похищенные в итоге были освобождены, но эта ситуация только усугубила репутацию местности. 10 лет спустя, в 2013 году, Ян Филипп Брауниш не был столь удачлив, оказавшись в еще более опасной ситуации. Несмотря на все опасности, дикая природа продолжает манить десятки путешественников и авантюристов каждый год. Стоит лишь поверхностно поискать информацию, как можно найти множество захватывающих историй о журналистах, туристах и самопровозглашенных исследователях, которые отправляются в джунгли в надежде на славу, приключения и успех в блогах. Это все еще законопреступное место, где мигранты становятся жертвами торговцев людьми, а наркотики с трудом проходят из Южной Америки в Центральную в условиях сильного контроля. Панамериканское шоссе по-прежнему оставляет этот район нетронутым, и никаких реальных планов по изменению этого положения в ближайшее время нет. Самый безопасный способ обойти разрыв – воспользоваться местными чартерными лодками, которые могут переправить людей из Панамы на северные берега Колумбии и обратно, безопасно обходя этот опасный участок суши и преодолевая потенциальные угрозы. Сумасшедшая мысль о том, что в нашем мире, где все связано, два континента, такие близкие, как Северная и Южная Америка, могут быть так разделены. Ни один грузовик не может проехать через этот разрыв. Нет официальной торговли в этом месте, и на этом отрезке суши нет реальных городов, нет интернета или сотовой связи. Это делает эту местность по-настоящему загадочной и таинственной, ведя ее в большое забвение.